Всем привет! В этом видео я научу вас вязать вот такие милые пинетки крючком. Вяжутся они действительно просто, без отрыва нити. Поэтому, если у вас даже мало опыта вязания, не переживайте, вы справитесь. Итак, давайте приступим. Я взяла крючок на 3,5 мм и пряжу акриловую в 100 граммах 300 метров. Вообще вы можете взять свою любимую пряжу и крючок, которым вы вяжете. Для начала мы делаем первую рабочую петлю и набираем цепочку из 14 воздушных петель. 1, 2, 3 и так далее. Не торопитесь, вяжите в своем темпе. 14 воздушных петель. Так, вот какая цепочка должна получиться. Далее делаем еще 3 воздушные петли подъема для первого ряда. 1, 2, 3. Теперь отсчитываем пятую петлю от крючка. 1, 2, 3, 4, 5. И начиная с нее вяжем. Делаем накид на крючке, заводим крючок в петлю и провязываем один столбик с одним накидом. Всего нужно провязать 13 столбиков с одним накидом. По одному столбику в каждую петлю. Накид. Заводим крючок в петлю и провязываем один столбик с одним накидом. Провяжите так всю цепочку до конца. По одному столбику с одним накидом в каждую петлю. Если вы за мной не успеваете, нажимайте на паузу. Главное, вяжите в удобном для вас темпе. Так, мне осталось провязать всего несколько петель. Накид, заводим крючок в каждую петлю и провязываем по одному столбику с одним накидом. Вот у меня осталось всего 2 петельки. Их тоже нужно будет провязать. Один столбик, один столбик. Теперь поглядите, что должно получиться. 3 воздушные петли подъема и 13 столбиков с одним накидом. Сейчас в последнюю петлю нам нужно будет провязать еще 4 столбика с одним накидом. 1, 2, 3 и еще один столбик 4. Всего в этой петельке должно быть 5 столбиков с одним накидом. Кончик нити кладем поверх вязания и сейчас будем обвязывать с обратной стороны цепочку. Также, где у нас столбики провязаны, в эти же петли по одному столбику с одним накидом. Всего должно быть 12 столбиков с одним накидом. По одному столбику в каждую петлю. Поглядите, я кончик нити прям кладу поверх вязания. И обвязывая цепочку, сразу заправляю кончик нити. Провязываем так еще 12 столбиков с одним накидом. По одному столбику в каждую петлю. Вот такой наш первый ряд у пинеток. Так, накид, заводим крючок в петлю, столбик с одним накидом. Накид, заводим крючок в петлю, столбик с одним накидом. Осталось провязать совсем немного. Вот у меня снизу один столбик и еще один столбик. Вот теперь
немного внимания. Поглядите, здесь 3 воздушные петли подъема и 1 петелька, в которую мы ничего не вязали. Вот в эту воздушную петельку нужно будет провязать 4 столбика с 1 накидом в одну воздушную петлю, 4 столбика с 1 накидом. 1, 2, 3, 4. Все. Осталось закончить ряд. Отсчитываем 1, 2, 3. Третью воздушную петлю подъема, заводим в нее крючок и с ней соединяем. Вот теперь наш ряд готов. Полюбуйтесь. Вяжем второй ряд. В начале ряда делаем 3 воздушные петли подъема. Так, 1, 2, 3. И еще нам нужно будет провязать вот в третью воздушную петлю подъема предыдущего ряда 1 столбик с 1 накидом. Это очень важно. Поглядите. А далее, начиная со следующей петли, заводим крючок за обе стенки или обе полупетли, вершинку столбиков первого ряда и в каждую петлю провязываем по 1 столбику с 1 накидом. Всего таких столбиков должно быть 12. 12 столбиков с 1 накидом по 1 столбику в каждую петлю. Не торопитесь, провязывайте в том темпе, который вам удобен. Заводим крючок обязательно за 2 стенки, на это обратите внимание. Провязываем все 12 столбиков. Так, вот я почти довязала. Все. Теперь у меня осталось 5 столбиков с накидом. Вот они. 1, 2, 3, 4, 5. В каждую вершинку нужно будет провязать по 2 столбика с 1 накидом. 1, 1 в первую вершинку, накид во вторую, 1, 1 и так 5 раз. Накид, заводим крючок и провязываем по 2 столбика с 1 накидом. Крючок заводим за обе стенки. И ряд у нас плавно закругляется. Поглядите. Вот еще 1 столбик у меня остался. Там тоже провязываю 2 столбика с 1 накидом. Когда вы провязали, теперь делаем по 1 столбику с 1 накидом в каждую петлю. И так 12 раз. 12 столбиков с 1 накидом в каждую петлю вяжем по 1 столбику. Можно просто вязать по 1 столбику, можно их считать, чтобы лишние столбики в этом ряду мы не провязали. Доходим до того места, где у нас начинается закругление у пинетки. Так, вот я довязываю еще 1 столбик с 1 накидом, 12. Ровно 12 столбиков. Начиная со следующей петельки, будем вязать в каждую петлю по 2 столбика с 1 накидом. Накид 1, 1, 2 столбика с накидом. В следующую петлю заводим крючок, провязываем 1, 1, 2 столбика с 1 накидом. И так повторяем. Еще раз 2 столбика с 1 накидом.
Мы с вами так провязали 3 раза. Поглядите, осталась всего 1 петля. Заводим в нее крючок и провязываем 2 столбика с 1 накидом. Это 4-й раз. Пересчитываем. 1, 2, 3, 4. Потому что в начале ряда мы уже связали 3 воздушные петли подъема и столбик с накидом. Помните? Находим 3-ю воздушную петлю подъема и с ней соединяем ряд. Полюбуйтесь, что у нас с вами получилось. Ну а теперь давайте замерим длину и ширину подошвы. Поглядите, по таблице мы набрали 14 воздушных петель. Значит, длина подошвы должна быть от 10 до 11. Как раз у меня 10,5 сантиметра. Мы вяжем пинетки для малыша от 9 месяцев. В ширину подошва получилось 5 сантиметров. Если вам нужно связать пинетки для малыша 3 или 6 месяцев, то просто набирайте изначально меньшее количество воздушных петель согласно предыдущей таблице, а в остальном вяжите вместе со мной. Вяжем новый ряд. 3 воздушные петли подъема, накид, заводим крючок за обе стенки и провязываем в каждую петлю по 1 столбику с 1 накидом. В этом ряду ничего считать не нужно, просто вяжем по 1 столбику с 1 накидом в каждую петлю и так весь ряд. Нигде у нас не будет прибавлений или убавлений. Этот ряд очень простой. Не торопитесь, вяжите в своем темпе, так как вам удобно. Вы можете нажать на паузу. Поглядите, я немножко вперед уже провязала, чтобы вам показать. Там, где мы делали прибавление и ряд у нас закруглялся, в эти петельки также вяжем по 1 столбику с 1 накидом. Никаких прибавлений мы не делаем. Вот, по 1 столбику с 1 накидом в каждую петлю на протяжении всего нашего ряда. Нажмите сейчас на паузу и провяжите весь ряд до конца. Вот, посмотрите, я почти довязала ряд. Следите, чтобы вы вязали в вершинке столбиков с накидом, а в соединительную петлю не вязали. Теперь находим 1, 2, 3, 3-ю воздушную петлю подъема, заводим в нее крючок и соединяем. Все, ряд у нас готов. Вот так он закруглился. Теперь вяжем новый ряд. 3 воздушные петли подъема, накид и начиная с вершинки следующего столбика провязываем точно так же по 1 столбику в каждую петлю, по 1 столбику с 1 накидом. Крючок заводим за обе стенки. Вяжем точно так же, как мы с вами вязали до этого. Тут тоже ничего считать не нужно. Так, в каждую петельку провязываем по 1 столбику. И довязываем так ряд до конца. Нажимаем на паузу и провязываем весь ряд до конца самостоятельно. И соединяем также с 3-й воздушной петелькой подъема. Посмотрите, ряд у меня довязан. Отсчитываем 1, 2, 3. 3-ю воздушную петлю подъема заводим крючок и соединяем. Еще один точно такой же ряд. 3 воздушные петли подъема, накид, заводим крючок и провязываем по 1 столбику с 1 накидом в каждую петлю. И провязываем так весь ряд до конца. Снова нажимаем на паузу и в своем темпе довязываем этот ряд.
Ряд почти довязан, находим 1, 2, 3, третью воздушную петлю подъема, заводим в нее крючок и соединяем. Все. Полюбуйтесь, какая красота у нас получилась. У меня есть образец, ножки. Так, вот как будет выглядеть пинеточка. В высоту количество рядов у меня достаточно, но, может быть, вам нужно будет сделать пинетки повыше. Тогда свяжите еще один такой же ряд. Ну а я приступаю к новому ряду. Делаю воздушную петлю и, посмотрите, в третью воздушную петлю подъема предыдущего ряда я завожу крючок и, начиная с этой петли, провязываю в каждую петлю по одному столбику без накида. Всего таких столбиков без накида должно быть 11. Начинаем мы вязать, напоминаю, с третьей воздушной петли подъема предыдущего ряда. 11 столбиков без накида. Тут важно пересчитать, чтобы получилось ровно 11 столбиков. Все. Далее будем делать по 2 столбика с одним накидом вместе. Накид, заводим крючок в первую петлю, провязываем только накид. Накид, заводим крючок в следующую петлю, провязываем только накид. На крючке 3 петли, из них делаем одну. Еще раз. Накид, заводим крючок в петлю, провязываем только накид. Накид, заводим крючок в следующую петлю, только накид. Из 3 петель на крючке делаем одну. Еще раз провязываем 1 накид. Еще накид. Из 3 петель делаем одну. 3 раза провязали. 2 столбика с накидом вместе. Накид, накид. Из 3 петель делаем одну. 4 раза провязали. Всего нам нужно провязать так 9 раз. По 2 столбика с одним накидом вместе. 5 раз. Накид, накид. Из 3 петель делаем одну. 6 раз. Тут не буду сокращать, вместе с вами давайте провяжем. Из 3 петель делаем одну. 7 раз. Посмотрите, у нас мысок получается у пинетки. Накид, заводим крючок в петлю. Накид, провязываем. Из 3 петель делаем одну. 8 раз. И еще 1 раз давайте провяжем. Вот уже как красиво получается. Накид, заводим крючок, провязываем накид. Заводим крючок, провязываем накид. Из 3 петель делаем одну. Все, 9 столбиков с одним накидом вместе мы провязали. А начиная со следующей петельки провязываем по одному столбику без накида в каждую петлю. И так вяжем до конца ряда. Заводим крючок в каждую петлю за обе стенки. И провязываем по одному столбику без накида. Поглядите. Если я для вас быстро вяжу, то нажимайте на паузу и вяжите в том темпе, в котором вам удобно. Ну а я свой ряд почти довязала. Вот. Теперь находим первый столбик без накида. Не воздушную петлю, а первый столбик без накида. И соединяем с его вершинкой. Все. Ряд готов. Полюбуйтесь. Можно проверить, что у нас получилось. Вот такая красота. Ну а продолжим вязать пинетки мы уже в следующей части. Не пропустите ее. Для этого подписывайтесь на канал. Не забывайте вступать в группы ВКонтакте и в Одноклассники. Все ссылочки на социальные сети вы найдете в описании к видео. Спасибо, что вяжете вместе со мной. Увидимся с вами совсем скоро. Пока-пока.